Добрый день еще раз, мы вернулись к вам. Сейчас мы возьмем небольшое интервью у представителей наших гостей. Это лидеры мнений и люди, которые повлияли своим служением на жизнь тысячи людей. Более подробно расскажет мой коллега Андрей Мелешко. Сегодня у нас в гостях, среди всех гостей, которых вы видели, есть очень интересный человек, Джон Бербаум. Интересен он тем, что на протяжении большей части своей жизни служит через христианское образование. Я услышал о нем впервые, когда трудился в России. Почему? Потому что этот человек в свое время основал и возглавлял русско-американский христианский институт, позже переименованный в университет. Это очень такое интересное заведение учебное было, которое предоставляло гуманитарное образование и при этом продвигало христианские ценности. Но позже я узнал, что Джон на самом деле возглавлял достаточно долгое время ассоциацию колледжей и школ христианских в Соединенных Штатах, а сейчас он является лидером, который называется BIM, и который посвящен тому, чтобы поддерживать христианское образование в различных странах, в том числе в странах Евразии. И отсюда, соответственно, у меня такой вот вопрос к Джону. Джон, посетив страны Евразии и увидев, каким образом работает школа без стен, как работает идея миссии в профессии, вот у меня такой вопрос. Какие перспективы для этих двух служений вы видите в странах Евразии? We've been amazed by what we see in terms of the impact of this ministry with young people. Мы были удивлены. Okay. Can you say it again? Sorry. We've Oh, okay. Say it again. They want me to have a okay. microphone. Are we going to do sentence by sentence? Is that how we're going to do it? Okay. We've been amazed by what we've seen in terms of the ministry of Mission Eurasia with young people. Мы просто удивлены работе и колоссальным результатам, которые миссия Евразия достигает через работу с молодыми людьми. From my experience after working in Russia for 25 years, I think this experience in Ukraine and other republics in this region is very significant. This is a historical moment. На самом деле, 25 лет проработав в России и имея колоссальный опыт в работе с молодыми людьми, я вижу, что то, что делает миссия Евразия сейчас в работе с молодыми людьми, тут в Украине, в других странах, это чрезвычайно важно. I've been so impressed with the quality of these young leaders because they're not afraid, they're not fearful, they're courageous people. Я очень удивлен тем качеством, тем характеристикам, которые имеют молодые люди, которые были здесь. Они бесстрашные, они мужественные, они полны новых инициатив и идут вперед. This is a period of great freedom now in this country, and we don't know how long it'll last. Это сейчас открыты двери и большая свобода в вашей стране. Мы не знаем, сколько она еще будет длиться. Our world is a broken world right now, and we don't know what the future holds in terms of the political reality in this part of the world. Наш мир, в котором мы живем, это падший мир, и мы не знаем, что ожидать завтра с точки зрения политических реалий, что может принести завтрашний день, никто не знает. But these people involved in Schools Without Walls are planting seeds. They're investing in the future. Но эти люди, которые в школе без стен, они продолжают насаждать семена Евангелия в души людей. And we're very excited about this and hope that we can support this ministry. И мы очень рады видеть эти результаты, эти плоды, и мы надеемся, что и далее будем поддерживать это служение. Большое спасибо. Еще с нами находится Дейл Купер. Дейл на протяжении многих лет был преподавателем
и капелланом в Calvin колледж. Это один из ведущих колледжей в Соединенных Штатах. И вот по отношению к нему у нас тоже есть важный вопрос. Мы хотели бы узнать, Дейл, вот из вашего опыта, как вам удалось совместить одновременно и служение, и труд в университете, и какие советы вы можете дать молодым профессионалам, исходя из вашего опыта, чтобы они также смогли совмещать свой труд и свое служение на том месте, где они находятся? Based on your experience, how could you combine the two things together, ministry and work? And what advice would you give to young people how to combine those two things together, ministry and work? Great. Well, thank you for that really important question. Спасибо за этот важный вопрос. I've been an educator all my life, and when I think about what it means to teach and to learn, there are certain things that become very, very clear to me. Я посвятила образованию всю свою жизнь, и когда я думаю о двух главных словах учить, преподавать и учиться, следующее приходит мне на ум. The first is that I go back. I'm sorry. Sure. I'll Go hold ahead. this. Okay. The first is that I go back to Jesus' last words, his final command, when he says, "Make disciples by going, by teaching, and by baptizing." Первое, что мне приходит на ум, это слова Иисуса Христа, который говорит: научите их и крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Now, his first word is go. In other words, go to where people are. Итак, первые слова Иисуса — это «идите». Идите туда, где вы есть, на том месте, где вы есть. And then he says, when you go, teach them. And the important word about teaching means that not do we just teach them by our mouths, but we teach them by our example. Второе — это преподавайте, научите их. И не только нашими устами научите, но и нашей жизнью. So in Mark 3, verse 14, Jesus says, make disciples by going, by teaching. And then in Mark 3, verse 14, he adds these words, a disciple is not above his master, and everyone who is fully trained becomes like that master. И в Марка, в 3 главе, в 14 стихе как раз идет речь о том, кто должен быть учеником. И речь идет о том, что ученик должен наследовать своего учителя. So it's very important when we think about ministry and work to remember that our first work as a disciple of Jesus is the call to live like Jesus. Итак, отвечая на вопрос, как объединить служение и работу, первое, на что нужно обратить внимание, это на призвание жить как его ученик, как его последователь. That's our first calling to work, to be like Jesus. Это первое призвание — быть как Иисус в работе. Then we serve as a teacher. А затем мы служим как учитель. Now, secondly, we all have different kinds of callings to various kinds of works. Мы все имеем разное призвание в жизни, и это касается различных сфер нашей работы. So for some it's a calling to serve as a teacher, for some it's a calling to serve as a nurse, for some it's a calling to be a housewife, or a whole variety of different kind of callings. Есть различные призвания. Кто-то имеет призвание быть медсестрой, кто-то имеет призвание быть домохозяйкой, кто-то преподавателем. У каждого свое. But it's important to remember that when we are at our several works or ministries, our people are watching us. Но очень важно помнить, что когда мы осуществляем свое служение, когда мы на работе, на нас люди смотрят. So ministry, making disciples, and work are closely combined at where Jesus calls us. Поэтому служение, ученичество и работа — это все взаимосвязанные понятия. Это все соприкасается в том месте, куда нас зовет Бог.
So school without walls is a very important concept. Teaching doesn't take place just in a classroom. Teaching takes place wherever Jesus' disciples Поэтому are. школа без стен учит нас очень важному принципу, что процесс обучения не происходит только в классе, он происходит за пределами учебного заведения, в наших жизнях, в нашей жизни, в наших семьях, на работе, везде. Большое спасибо. И еще один вопрос каждому из вас. Что бы вы коротко пожелали студентам и координаторам школы без стен? What would you advise to our coordinators and students of School Without Walls? Your wish, a recommendation, advice. I don't think I have much advice to offer. I mostly want to say we want to give you great encouragement because you're doing such strategic work. Я не думаю, что у меня будет много советов. Я просто хочу сказать слово ободрение, потому что вы очень важную стратегическую работу делаете. And I mentioned in the session we just had that it was like we're all investment bankers. We're all investing our lives in these young people who are going to have a big impact on the church and on the nation. И как я уже говорил, что все эти люди — это как банкиры, которые вкладывают инвестиции в молодых людей, и придет время, они пожнут плоды, они увидят результаты своего служения. It's hard for me to imagine anything more strategic than that. Для меня сложно что-то представить более стратегически правильное. I would say that I would advise all of you what I tried to advise myself. Я бы советовал то, что я советую сам себе. Look at the camera, Dale. Look at the camera. I would advise three things. Я бы посоветовал 3 вещи. Number one, Первое. who are you? Кто вы? Number two, Номер 2. why are you here? Почему ты здесь? And number three, where are you going? И третье. Куда ты идешь? So these three things, who are you, why are you here, and where are you going? Итак, кто ты, почему ты здесь и куда ты идешь? And the answer to those three questions is this. И ответ на эти вопросы следующий. Who am I, who are we? We belong to Jesus Christ. Кто я, кто мы? Мы принадлежим Иисусу Христу. Number two, why are we here? Номер 2. Почему мы здесь? We are here to remember that we are called to point away from ourselves and to the cross of Jesus Christ. Мы здесь, чтобы указать на Иисуса Христа другим людям. And number three, where are you going? Номер 3. Куда ты идешь? When we remember who we are, why we are here, and where we are going, we remember that God's favorite tense is the future tense. Итак, когда мы будем помнить ответ на 3 вопроса, кто ты такой, почему ты здесь, куда ты идешь, тогда мы будем помнить слова Иисуса Христа, которые направляют нас на будущее. Мы идем в небеса. And I would say to every one of you what I say to myself, remind myself all the time. И я бы сказал всем людям то же самое, что говорю сам себе. The words of Billy Graham, those who stand by the cross of Christ are those who change the course of history. И я повторю слова, которые любил говорить Билли Грэм. Can you say the phrase again? Those who stand by the cross of Christ are those who change the course of history. Те люди, которые стоят возле креста, это люди, которые меняют ход истории. And then this challenge from Henry Crowell. И еще есть одно слово от Генри Кролла. Let us dream of still greater things to do for the glory of Jesus Christ. Давайте мечтать о многом ради славы Господа Иисуса Христа. We're in a great work together. Let's do it together. Мы совершаем прекрасную работу вместе. Давайте будем ее дальше продолжать делать.